Доброго времени суток, дорогие зрители, зрительницы и их родители. Я знаю, что многие из вас ждут 10-й выпуск Make New Vegas Great Again, и с вероятностью 90% видео выйдет в ближайшее время. Часть модов уже отснята, и осталось дело совсем за малым – доснять и смонтировать оставшуюся часть. Но сегодня мы поговорим немножечко о другом. Я знаю, что вы пишете в комментариях и просите сборку в виде архива или установщик, но мы не хотим спешить и выпускать сырой продукт, тем более протестированный не до конца и силами только 2 человек. Поэтому сегодня вы сможете сами собрать нашу сборку, исходя исключительно из ваших личных предпочтений, только следуя нашим советам. И для начала, друзья, еще до установки модов, вам предстоит поработать над самим Fallout New Vegas и заставить его стабильно работать. Для этой нелегкой задачи вам потребуется несколько необходимых программ. А именно, все те, что вы видите на экране. Ну и, конечно же, по ссылкам в описании. Эти программы жизненно необходимы для стабильного функционирования самих модов. И если вы закончили с установкой программ, то очень крайне рекомендую ознакомиться с видео по модам на переработку визуальной части фракций от DragBuddy. На канале есть получасовое видео с разбором всех фракций и отличий практически каждого персонажа. Если не видели, то обязательно ознакомьтесь. Вторым шагом при создании сборки очень советую настроить интерфейсные моды. Можете смело ставить все из указанного на экране, моды не конфликтуют, а только дополняют друг друга. Третьим и главным шагом станут геймплейные моды, которые еще не попали в полноценный обзор. И несмотря на то, что 10-й выпуск еще не вышел, очень советую ознакомиться со списком, который я подготовил именно для него. Ну и для Фронтира, если честно. Далее пойдет огромный блок обзоров, включающий в себя как геймплейные, так и оружейные, и звуковые, и даже сюжетные моды из нашей сборки. Ну а я передаю слово Владу, а вам, друзья, желаю приятного просмотра. И первым, на что я хочу обратить ваше внимание, будут 2 мода по цене одного. Первый — это NPC от DragBuddy, второй — это черти от него же. Вы многократно писали в комментариях о необходимости их включить. Так вот, дорогие зрители и зрительницы, позвольте объяснить свою позицию по этому поводу. То, что эти мордашки почти все ворованы из других игр, это меньше из зол. Самое страшное — это то, что они настолько клевые и качественные, что на контрасте остальные неписи выглядят просто смехотворно, полностью ломая иммерсию, то есть погружение в игру. Если бы эти чудные моды меняли всех неписей в игре, я бы обязательно поставил эти моды. Но этого нет, поэтому останемся верными моду ФКО. Надеюсь, вопрос с DragBuddy наконец закрыт. Роясь на помойке Nexus, обнаружил мод Agility Effect Speed. Мод делает наш бег быстрее в зависимости от параметра ловкость. Первый участок бега — это 5 ловкости, а второй — 10. Сами думайте, нужно или нет. Любимый многими латентный аркейд Геннон не казался вам слегка странным, со своим простеньким халатом, без припасов и так далее. Мод Arcade Armor слегка меняет его внешний вид, делая нашего заднеприводного чуть более подготовленным к ужасам пустошей. Не знаю, оставлять или нет. Кстати, в тему модов от DragBuddy. Нашелся модецкий, делающий напарника Рауля тем, кто он есть на самом деле, то есть Дэнни Треха. На Nexus даже есть гульфицированная версия, которая, кстати, выглядит довольно-таки так себе. Оставлять бы я это не стал, но показать должен был, уж больно все это забавно выглядит. Также в этом видео будет море модов с различными броньками. Давайте начнем с простеньких. Представляю вашему вниманию Transparent Radiation Suit. Этот мод просто делает прозрачным лицевой щиток антирадиационного костюма. Мелочь, а приятная. Оставляем. Следующим модом будет странная броня, которую я принял за очередной наряд Безумного Макса, судя по названию. Road Fighter Armor. Она оказалась забавным мешапом из кучи других бронек и выглядит более чем приятно. Оставляем или как? Ну и рейтинг бесполезной брони в этом выпуске возглавит мод Police Uniform. Я, честно говоря, когда увидел это дело, подумал, что оно будет нормально включено в лоуд-листы и распределена по миру. Но нет, набор шмоток полисменов есть только в одном месте и выглядит совсем свежими, что абсолютно ломает иммерсию. И еще мне на глаза попался модецкий Advanced Combat Armor. Я помню, как в далеком 2008-2009 годах играл в третью часть Fallout с модами типа FUG и этой бронькой в разных видах. И если и там она была слегка лишней, то в мире Вегаса, кажется, совсем не пришей к пипирке рукав.
В одном из ранних выпусков у нас был модецкий Animated Ingestibles. Всем он был хорош, кроме того, что анимация не прерывалась по желанию игрока. Ну что ж, взамен нашелся мод Animated Foods, Drinks and Chems. В этом моде мало того, что ты ешь, меняется само отображение, то есть не только бутылка Ньюка-Кола может быть у вас в руках, но и бутылка пивца, вискаря, воды и так далее. Но в нем еще и анимация прерывается корректно, оставляем обязательно. Снова два мода по цене одного. Мода Quick Throw и Retrievable Throwables от Xylandra. Первое делает метание гранат кнопкой G гораздо более приятным, теперь оно не чувствуется лишним, как из модов в прошлых выпусках. А второй мод позволяет забирать метательные снаряды после метания. Да-да, знаю, это уже было, но кроме этого они еще и присутствуют в физическом мире игры. Можно, например, себе лесенку сделать из копий, а это круто, согласитесь. Определенно оставляем оба. В этом выпуске будет всего одно оружие, потому что в прошлом некоторые люди начали меня корить, что его слишком много. Сегодняшний гость — это карабин 98, винтовка нацистов из Второй мировой, которая по лору вполне впишется как трофей, их и в реальном мире полно везде валяется. Модель неплохая, анимация криво не легли, играется нормально, я бы оставил. Еще одной маленькой фичей нашей игры станет мод Power Armor Size. Мод просто добавляет высоты и ширины персонажа в силовой броне, что выглядит органичнее карликов в силовухе, согласитесь. Понятно, что я еще не заценил мод на силовую броню от Dragbody, но пока это будет наш фаворит на силовуху. Также наш соотечественник замутил кучу классической брони из первых частей игры. В этом выпуске хочу представить вам Metal Armor MK1. Ну, что тут можно сказать? Это реально бронька из первых частей Fallout. Она включена в лоуд-листы и выглядит довольно неплохо. Из ностальгии я бы ее оставил. На помойке Nexus полно модов, меняющих как малые части самого Вегаса, так и мелочи. И вот одна из таких мелочей — Monorail, то бишь монорельс, анимированный. Выглядит, честно сказать, слегка странно, но добавляет баллов к ощущению, что Вегас реально является жемчужиной пустошей. Вместе с дирижаблем из прошлого выпуска смотрится забавно. Оставлять или нет, решать вам. Предпоследним модом с броней на сегодня будет Wasteland Combat Armor. Очередной мышап из нескольких броник в одной. Выглядит довольно недурственно. Оставлять или нет, решать снова вам. Вроде где-то в комментах промелькнул мод True Crouching, а может сам нашел, не помню. Этот модецкий позволяет или должен нам позволять забираться в любую щель пригнувшись, как в обычных шутанах. Но даже с нашей кучей модов, меняющих коллижен между всех моделей, работает он, честно сказать, так себе. Зачастую забраться в дырку можно, а вот выбраться либо нет, либо очень трудно. Полезность сильно под вопросом. Последний армор на сегодня — это Military Survival Armor. Не включена в лаунт-листы, хотя смотрится довольно органично. Можно найти в мешке на заставе, где краболюди зажали плутократов. Оставлять или нет, решать опять вместе с вами. Ну и на десерт мод, который действительно меняет геймплей игры. Это Immersive Hit Reactions. Враги наконец начинают реагировать на попадание в них. Таким образом можно прерывать их анимацию стрельбы и получить более приятный shooting experience. Ума не приложу, почему никто раньше такой мод не сделал. Оставляем на 200%, само собой. Да, я знаю, что у нас уже была в одном из выпусков Береты Робокопа. И да, я знаю, что она не пришейк и перерукав. Но блин, я как фанат Робокопа Верховена просто не мог пройти мимо. Естественно, этот мод мы не оставим, это просто для затравочки. Поскольку речь у нас пошла про крутых хранителей закона, есть еще один странный мод под названием «Броня и оружие Дреда из Мега Сити 1». В общем-то, название само за себя поясняет. Сделано, кстати, более чем качественно, но жутко имбалансно и совершенно не вписывается. Впрочем, можно грабить курованы и кричать как Сталлоне на одной половине лица «I am the law», естественно, в топку. Кстати, про оружейные моды. Сколько себя помню, практически все прохождения первого, второго Fallout Nevada, Fallout Resurrection и любых других модов всегда были связаны с этим оружием. АК-112. Классика. Сделан хорошо, выглядит хорошо, стреляет хорошо, вписывается в лор игры. На мой взгляд, он действительно должен пойти в сборку. Из маленьких твиков геймплея можно также обозреть мод анимированные цепелины и с криками «Дирижабль, ага!» кружить в диско-танце вокруг Лаки-38 вместе с этим самым цепелином. На самом деле не знаю нафига оно нужно, но выглядит чем-то прикольно. Я бы оставил, хотя решать снова вам, дорогие зрители. Хотите бесполезных модов? Их есть у нас. Таким модом я лично считаю баллистические лицевые маски. Вот серьезно, неужели в мире так много фанатов игры Army of Two? Или кто-то считает, что эта хрень на лице является признаком тактикульности и крутизны? Включу вот это вот видео просто, чтобы вы, дорогие зрители, повозбухали. Оставлять, естественно, его я не собираюсь.
Следующий модецкий добавляет капелюшку иммерсии, называется «Звуки Джорджа Буша». Ну ладно, Джорджа тут нет, просто звуки Буша, то бишь кустов. Притом их громкость отличается в зависимости от того, крадетесь вы или нет. Маленький, но забавный твик геймплея. А дальше идут два мода по цене одного – Салютующий Легион и Салютующий НКР. Эти маленькие модецкие при хорошей репутации нашего протагониста у перечисленных выше фракций заставляют легионеров кидать зигу, а плутократов изображать пионеров. Очень нужные моды, естественно, оставляем. Модецкий, слегка меняющий эффект от попадания в ткань, называется Close Impulse и просто рисует более красивые декали при попадании пуль в ткань. Это такая мелочь, которая сама по себе незаметна, но вкупе со всеми остальными свистоперделками, что мы прикрутили за выпуски, вещь нужная. Во время игры Vegas меня всегда заставляло задуматься, почему некоторых неписей мы можем снять креста, а некоторых нет. Мод Decrucifixion исправляет это и позволяет снимать людей с крестов при хорошем навыке врача живыми. Жаль, я херовый доктор. Собственно, мне кажется, мы забываем мою помешанность на разных стволах, поэтому представляю вашему вниманию боевой дробовик из третьего Fallout. Он просто чертовски хорош, и я его оставлю в любом случае, хотите вы этого в комментариях или нет, дорогие зрители. Просто потому, что в третьей части это было мое One Love оружие. И еще два мода по цене одного. Дикие гули-детишки и Дикие гули HD. Названия говорят сами за себя, для небольшого разнообразия монструария без сильного перебора очень даже сойдет. Ну и текстурки стали слегка получше, хотя я бы поискал еще почетче. Если кто-то знает, где взять текстурки почетче, кидайте ссылку в комменты. Вот знаете, что меня всегда раздражало в Вегасе? Что после спасения Прима и назначения туда нового шерифа, возможно даже робота, это никак не отражалось на репутации. Теперь это исправлено. И раз уж мы заговорили про Прим, то есть модецкий Less Empty Прим, который, исходя из названий, делает городок более живым, что ли. Появляются рандомные неписи, добавлена куча разного хлама на дороге, ограды и домишки всякие. Ну и кладбище для полного счастья. Решайте, оставлять все это дерьмо в сборке или нет. Кстати, говоря про перестройки разных городов, можно отрыть мод Новак Ридан. В этом моде автор зачем-то напихал бункер, братство, вертиберд и даже казино в маленький наш любимый Дино-городок. Кстати, в самом казино играет музыка Notorious B.I.G., песенка Juicy, и это, пожалуй, единственный плюс данного модецкого. А так в топку. А теперь мод, ради которого мы смотрели все 8 выпусков. Секси Фиста. Просто посмотрите на этого красавца. Теперь ни у кого не встанет. Ну или встанет. Но вопросов о том, как он пенетрирует ГГ, больше не будет точно ни у кого. Must have. Последним на сегодня оружейным модом будет ТОС-34. Отличная, обычная вертикальная двустволка, которая не слишком-то выделяется на фоне остальных ванильных стволов. По сути, это такой же дробовик караванчика, только сделан покачественнее. Оставлять ли эту красивую вертикалку, решать только вам, дорогие наши зрители. Ну и крайний мод на данный выпуск. Оживленный гурман. Мало того, что на стрипе Вегаса теперь есть киоски с хавчиком, так еще и посмотрите, как изменился сам ресторан добрых каннибалов изнутри. На мой взгляд, этот мод повышает иммерсию на 146%, несмотря на то, что скрипачи играют не в ту сторону. Мод, безусловно, оставляем. Ну и начнем мы с визуальных изменений. Сравнение двух модов. Первый — это Enhanced Terran Load, который, по идее, должен хоть частично убрать мерцание моделей и текстур издалека. Как вы можете заметить, он этого не делает. Поэтому был найден более простецкий мод Dusty Distance, который просто добавляет туман войны, делая картинку не такой отвратной издали. Последнее, я думаю, оставить в сборочке. Продолжая графические извращения, хочу представить вашему вниманию Wasteland Flora Overhaul. Не сказать, что прямо супер большие изменения мы с этого поимеем, но текстурки на деревьях и кустиках стали получше, что явно плюс. Оставляем. Графики много не бывает, поэтому переходим к масштабному моду Weapon Retexture Project. Тут нечего в принципе особо говорить, текстуры стали действительно значительно лучше. Можете сами видеть это на экране. Ванильное оружие смотрится более чем приятно. Еще один мод в нашу копилочку. И снова графика. Один из самых крупных, но самых важных для меня модецких — это NMC Texture Pack. Было время, когда мой калькулятор даже не тянул полноразмерный вариант этого мода. А теперь наоборот, хочется текстур почетче.
В целом выглядит все теперь более чем приятно. Понятно, что это не уровень современных игр, но к нему мы потихоньку приближаемся. Must have. А как же водичка, спросите вы? И будете правы. Мод Natural Waters меняет цвет воды с зеленоватого на голубой. Также он добавляет в текстурку легкие волны. Не бог весть какие изменения, но смотрится все равно приятнее оригинала. Готов поспорить, многих раздражает необходимость заводить разговор с торгашом, чтобы сбыть ему все найденные вами консервные банки и плюшевых мишек. Мод Quick Trade исправляет эту оплошность. Теперь можно через MCM назначить клавишу, при нажатии на которую торговля открывается без лишнего бубнижа. Определенно нужная шляпа. Знаете, что меня разозлило в 3-й, 4-й части и Вегасе? Запрет на убийство детей. Не то чтобы я маньяк, но возможность быть должна. Это ж RPG. Мод Killable Kids это исправляет. Еще один мод, не слабо меняющий графику и восприятие игрового мира, это Interior Lighting Overhaul, который, собственно, меняет свет в помещениях. Кроме самого света меняются и тени, и трассировка лучей в некоторых местах. Большая часть интерьеров выглядит теперь гораздо приятнее. И кроме того, что приятнее, атмосфернее. Уж не знаю, как вы, но на мой взгляд этот мод надо оставлять в сборке просто на 146%. В прошлых выпусках меня неоднократно спрашивали в комментариях про мод EVA, он же Essential Visual Enhancements. Разумеется, я не собирался обходить его стороной. Просто если вы все клевые моды получите в первых 2 выпусках, станете ли вы смотреть следующие? Сомневаюсь. В общем и целом этот мод меняет все эффекты от взрывов, огня, лазеров и плазмы. Это определенный must-have, делающий игру заметно более зрелищный и прикольный. В сборку он идет без каких-либо разговоров. По какой-то непонятной мне причине в Solid Project нет кнопки для метания гранаты. Эту оплошность изменяет Grenade Hotkey. Простой мод, но очень нужный, если мы чиним шутерную механику. Больше графена, богу графена, нано-пацану Крузиса. Представляю вашему вниманию еще один ретекстур. Теперь супермутантов, который так и называется Super Mutants HD. Можете рассматривать здоровенные опухоли на голове Маркуса до посинения благодаря этому моду. Для легонького усиления эффекта присутствия, то есть иммерсии, можно включить в список мод The Living Desert Travelers, который, исходя из названия, добавляет больше путешественников на дороге Мохаве. Выглядят они вполне себе обычно. В мир на вид вписываются. Я бы оставил данный мод, почему, собственно говоря, и нет. И на сладенькое вставим мод, который должен быть в обязательном порядке. Bullet Time. Без него играть в New Vegas абсолютно невозможно, а вот с ним очень весело. Что-то прям долго мы к этому шли. Пора ведь, пора. Пора переходить к оружейным модам. Я слегка был расстроен в свое время таким малым количеством винтовок с продольно скользящим затвором. И мы будем это исправлять, например, модом Remington 700, который добавляет неплохо стреляющую, но так себе выглядящую из-за текстуры винтовку в игру. Оставлять ее или нет, решать, разумеется, вам. Но мое мнение, ну ее на... Армию смазонных револьверов пытается пополнить мод Taurus, который добавляет револьвер Taurus Raging Bull в игру. Модель и текстура просто огонь. Но мы с вами установили буевую тучу модов, правящих анимации и баллистику, ранее. И теперь отдача из этого оружия выглядит просто комично от первого лица. Оставляем или нет, снова на ваше усмотрение. Дорогие наши зрюны. Полуавтоматические пистолеты в этом выпуске пытаются пополнить наш любимый и родной тульский Токарев, он же ТТ. Учитывая, что в игре уже есть 9-мм пистолет, выглядящий как Браунинг, не знаю, зачем он нам бы пригодился. ТТ абсолютно не дружелюбен к лору. И, честно сказать, вставил я его в это видео просто так, полюбоваться клевой моделькой и текстурой. Но можем в сборку и включить, стоит вам этого всего лишь попросить в комментариях. И начнем мы с мода Fallout Character Overhaul. Естественно, есть целая куча модов, драгбади на красивые морды для неписей. Правда, взятые из других игр, что меня лично не устраивает. И если уж собирать свою сборку, то уж явно не наворованных в кавычках компонентах, поэтому этот мод просто must have. Он заменяет всем неписям в игре расы на более детальные в плане нормалей и текстур. Все именные NPC имеют свои особенности, спасибо мододелу. Почувствуйте игру заново благодаря этому моду, определенный must-have. Ну и мы можем создать своего Вуди Харрельсона на минималках, что тоже заебись. Продолжая рыться с настройками ФКО, мы можем обнаружить мод Animated Sweating, то есть возможность потения. Эта функция есть отдельно на Nexus и есть в папке с самим основным модом. И знаете что?
Этот мод сосет жопу. Особенно по той простой причине, что он просто не работает. 5 внутриигровых дней на перемотке я пытался заснять хоть каплю пота, меняя туда-сюда отдельную ESP-шку и ту, что была с основным модом. Если оно и работает, как на видео справа, то только на основных расах. На потертой морде не работает. Нахера тогда эта функция вообще нужна? А хрен его знает. Бесполезный мод. Теперь снова два мода по цене одного. Arizona Slave Army и Folks from Flagstaff. Эти моды меняют шматью легионеров Цезаря на более подходящие по мнению авторов. Честно сказать, разнообразие больше в ребятах из Флэгстаффа, но, на мой взгляд, выглядит лучше армия рабов из Аризоны. Решать, конечно, вам, дорогие зрители. Напишите в комментариях, какой из двух модов стоит включить в сборку и стоит ли вообще. Мое мнение, что армия рабов выглядит лучше. Также, если мы оставим этот мод в сборке, придется мне как-то мерджить файлы с FKO, так как изменением морд эти моды у легионеров откатывают, что весьма печально. Также, к слову, про Легион Цезаря у нас было большое видео, ссылочка будет на экране. Перейдите и посмотрите его, если еще не видели. И наконец-то мы подобрались к важному. Azura Reanimation Pack. Знаете, было время, когда пак реанимации Азуры считался полной шляпой. Я все еще помню его с третьей части. Именно по этой причине я выбирал пак реанимации Хитмана, ну и еще и потому, что Хитман делает отличные стволы на 4. Память поколений, так сказать, только реверсивная во мне сработала. Но, когда я поставил пак Азуры на Вегас, я больше не захотел видеть других анимаций. Сделано все отлично, определенный must have. Первым оружейным модом сегодняшней подборки станет Colt M16A2. Не могу сказать, что я прямо фанат платформы AR, да и если честно, на мой взгляд, служебная винтовка, которая есть в игре, и так покрывает всю необходимость в этой платформе. Но надо отдать должное, модель в этом моде очень неплохая. Единственное, что не очень весь этот хай-тек пластик вписывается в разруху Вегаса, поэтому, на мой взгляд, в пак это оружие не войдет. Если вы считаете иначе, пишите в комментариях. Ну и модом, практически ничего не меняющим, но дающим чувство ностальгии, я считаю Adobe Classic Buildings. По-простому, этот мод заменяет многие домишки НКР на кирпичные домики, облицованные глиной, словно в первой и второй частях игры. Текстурки, конечно, не самые лучшие, но выглядит оно свежее, и для чистого прохождения с нуля этот мод был бы очень неплох. Я его оставлю. Довольно продолжительное время я искал моды, которые позволят поведению врагов стать, если не реалистичным, что для игры в принципе невозможно, то хотя бы более умным. Я нашел целую пачку их. Первый это Enemy Tactics AI. Просто посмотрите на реакцию подстреленного легионера, который тут же позвал братков, и те подарили мне палку горящего динамита в очко. Применение различных тактик — это довольно круто. Также с этим модом неписи начинают усердно лечиться и искать укрытие. Еще одним подобным модом является Enhanced NPC Awareness. Данный мод просто увеличивает дистанцию реакции на наши действия NPC. Больше никакой безнаказанной стрельбы из снайперской винтовки с дистанции за пределами работы ИИ. Неплохо сочетается с предыдущим модом, по отдельности и то работает почему-то плохо. Не знаю, так только у меня или у всех. В общем, оставляю оба, эти вещи действительно нужны. Масенький мод, слегка улучшающий иммерсию от мира, называется Rusty Highways, и все, что он по сути делает, является размещение ржавых корыт на пыльных дорогах Невады. Не сказать, что прямо must have, но смотрится все как-то ново и свежо. Наверное, потому что каждая новая мелочь на привычной махавской пустоши кажется лично мне свежачком. Не суть, мод легкий, ничего не ломает, надо оставлять. Еще одним модом, кардинально меняющим геймплей, я считаю мод Jump While Aiming. Что делает мод? Позволяет стрелять в прыжке, на взлете или в падении. Не, если серьезно, мод не такой уж и полезный, но наш персонаж кажется заметно более управляемым с этим модом. Естественно, я пошутил про то, что он кардинально меняет геймплей, но мне кажется, он пригодится. Вместе с Solid'ом работает просто отлично. Маленький твич геймплея ждет нас в моде Improved Throwables. Хз, правильно выговорил или нет, но суть в том, что меня всегда бесило отсутствие возможности метнуть у врага копье, топор или нож, а затем достать их и использовать вновь. Этот мод правит данный косяк. Если вы отыгрываете стелс-варвара или одного из юбочных пацанов Цезаря, отличный мод, рекомендую. Еще одним маленьким, но важным модом я считаю мод NPC Uses Ammo. Вас ведь, наверное, тоже уже достали бесконечные патроны у неписей. Этот мод исправляет данный косяк. Правда, не у всех неписей, а только у неважных для сюжета. Советую использовать версию ESP More Ammo. Тогда неписи смогут выпустить в вас хотя бы 30-40 пуль. Пока те совсем не кончатся, это будет выглядеть вполне органично. Must have. Ну и мы наконец добрались до ретекстуров.
Графика в Вегасе устарела уже на момент выхода самой игры. Слава богу, моддеры занимаются этим вопросом более чем усердно. Довольно старый мод Wasteland Closing HRS. Тут нечего объяснять, он просто должен быть. Еще одним маленьким модецким меняющим впечатление от игры можно назвать Enhanced Bullet Impact. Да, я знаю, что всякие дульные вспышки и бдыщ-бдыщ это не слишком реалистично, но, блин, это же игра, и она должна быть красочной. Этот мод улучшает эффект от столкновения пуль с различными поверхностями. На мой взгляд, он действительно нужен. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. Кстати, про поведение искусственного интеллекта в бою и не только. Мод Realistic Wildlife наконец выключает режим камикадзе у всего живого в мохавских пустошах. Животные не несутся, сломя голову, вас убивать как только увидят. Теперь у них есть зона реакции, и в большинстве случаев лишних стычек можно теперь избежать. Где же этот мод был в первое мои прохождения Вегаса? А, точно, тогда еще и Nexus-то для Вегаса не было. Да, в общем, оставляем. Еще раз два мода по цене одного. Моды US Army M1 Carbine и M1 Carbine. С одной стороны, они добавляют одно и то же, но есть разница. Первый, который US Army Carbine, дает нам просто новый ствол с довольно убогонькой текстуркой, но с новым неплохим звуком. Выглядит неплохо, стреляет неплохо. Вроде даже лорно. Второй мод и проще, и сложнее сразу. Он использует меши винтовки Гарант и присутствует сразу в полуавтоматическом и автоматических вариантах. Чисто как оружие для героя, оно выглядит лучше и полезнее, но тут решать вам в комментариях. Один из них 100% должен остаться. Ствол-то лорненький. Модом с новыми шмотками для этого выпуска станет Ranger Power Armor. Он тупо добавляет броню и из ненавидимого многими, но любимого лично мною Fallout Tactics в игру, с плащами от разных фракций. Честно сказать, этот армор пусть и выглядит довольно круто, но абсолютно не вписывается в лор и в окружение. Решать, оставить его или нет, конечно же вам, дорогие зрители, но я бы его не добавлял в сборку. Продолжая тему совершенно неподходящих модов, идет Робокоп Беретта. Как и любой ребенок с детством в 90-х, я жутко фанател от боевиков того времени. Особенно от Робокопа Пола Верховена. И когда я увидел мод, добавляющий Беретту самого Роба, я не сдержался и поставил его, надеясь, что нас ждет пусть и не лорный, но круто выглядящий и звучащий ствол. Как вы уже поняли, ствол оказался шляпой, и я считаю его разочарованием всего этого шоу. Кстати, дорогие зрители, вас никогда не удивляло, что черти, они же Fiends, бегают с энергостволами? Это же наркоша с 3 классами образования церковно-приходской школы. Как они обслуживают это оружие? Поэтому я отыскал мод Fiends Without Energy Weapons. И знаете, уж лучше пусть бегают с энергопушками. Теперь у каждого второго чертя стволы типа легких ручных пулеметов. Вась, ты шо, охуел совсем? Подумал я про автора мода и отключил его нахрен. Немаловажным для нашей сборки имени Майкла Б. модецким будет More Shells. Этот мод просто дает стрелянным гильзам больше времени на, в кавычках, разложение. Естественно, low-end компы, которые были у всех на момент выхода игры, такое потянуть просто не могли. Но теперь-то мы можем себе это позволить, не правда ли? Мод must have. Оставляем. И замыкает наш сегодняшний список мод Wear Glasses with Masks and Hats with Bandanas. Сука, до чего длинное название. В общем-то, мод и делает то, как он называется. Позволяет одевать одновременно противогаз или ребризер, очки и шляпу. Мелочь, а приятная. Оставляем. И начнем мы, естественно, с самого важного. Мода под названием Better Authority Glasses. Что же этот чудный мод делает? Он дает вам стать самым стильным сукиным сыном или дочерью на мохавской пустоши. Чувствуйте себя круто, даже если вы одеты в обноски или юбки легионеров. Не сказать, чтобы этот мод был сильно мне нужен, но я его оставлю, он прикольный. Любите играть в Sims? Полюбите эмод Animated Food and Drinks. По аналогии с анимированным курением, этот мод позволяет вам наблюдать, как ваше альтер-эго пьет и жрет как не в себя. К слову, анимация непрерываемая. Можно даже ходить и прыгать, пока они проигрываются. Это тупо, но довольно смешно. 2 года я ждал такую игру. Ой, то есть возможность стрелять автоматические служебные винтовки. Мод 308 Service Rifle, который просто добавляет новый вариант АРки с автоматическим огнем в калибре 308. Работает как надо, я доволен как слон. Наконец-то это оружие не бесполезно. Далее идут 2 мода по цене одного: Higher Stakes Gambling и Casino Exchange All. Скажу честно, никогда не понимал азартных людей, готовых просадить все деньги, штаны, жену, квартиру и анальную девственность за какую-то унылую игру в кубики или карты, но каждому свое. Первый мод дает сразу поставить все бабки, но не работает в рулетке. Другой позволяет поменять сразу эти же бабки на фишки. Бесполезно, на мой взгляд. А вы когда-нибудь хотели стать настоящим ганранером? Ни слова больше, мод Duffel Bag of Guns даст вам эту возможность. При
При одевании и надевании этого рюкзака вы можете выбрать, насколько крутые пушки будут внутри. Совершенно бесполезный, но забавный внешне модецкий. Еще один камбэк попробует совершить H&K CAWS. Оружие было во второй части игры. Модель, как всегда, на высоте, к ней претензий нет, как и к текстурам. Но в руках лежит оно довольно спорно. И плюсом ко всему, у оружия абсолютно нет механического прицела, только оптика, что довольно странно, учитывая тип оружия. В принципе, вы можете почувствовать себя полицейским Shady Sense из второй части Fallout с этим стволом, но лучше не надо, мне лично очень не зашло. Также мне на Nexus попался мод под названием One Man Army, который позволяет вам носить по два оружия сразу. Выбираются последние два оружия, что вы брали в руки, и вешаются одно на спину, другое почему-то на жопу. Впрочем, это гораздо лучше предыдущих вариантов с кобурами и так далее. Иммерсия повышена. Роясь в поисках всякого годного оружия в помойках Nexus, обнаружил старый модецкий Classic Combat Shotgun, который добавляет в игру дробовик City Killer из первой и второй частей Fallout. Естественно, дизайн слегка переработан, да и текстура совершенно не черного цвета, в общем-то, оставляет желать лучшего. Но выглядит он более-менее добротно, анимации не такие уж и кривые, стреляет неплохо, мне понравился. Я определенно его добавлю в свою сборку. Лорна опять же. Еще один геймплейный мод — это Realistic Weapon Overheating, который, как следует из названия, добавляет новую фишку для тех, кто любит постоянно клинящие после двух выстрелов стволы. Да и просто любит стволы, чужие стволы. Это фишка перегрева. В принципе, не опасна для полуавтоматического оружия, пострадает только все автоматическое. Не знаю, оставлять или нет, напишите в комментах, нужно я пижня или как. Очередным геймплейным изменением я могу назвать мод Live Dismemberment, то есть расчлененку заживо. В Fallout 4 этот мод носил огромные изменения в боевую систему. Ведь что мешает слишком сильному врагу отстрелить ногу и расстрелять его из укрытия, пока тот валяется на земле? Впрочем, необходимость такой механики для Вегаса спорна, но наличие не будет лишним. Также немаловажным геймплейным изменением я считаю мод Daily Vendor Restock, который позволяет все то, что в общем-то написано в его названии. То есть, инвентарь торговцев обновляется раз в 24 часа вместо одного раза в 72, что естественно делает сбыт всякого хлама гораздо более легкой задачей, чем ранее. Мелочь, а приятная в общем-то. Что там у нас приползает из первой части игры? Ах, это Маузер C96, классика смертоубийства. Опять классная модель и текстура. Анимация от третьего лица проигрывается как надо, а вот от первого лица почему-то курок не срабатывает при нажатии на спуск. Не знаю даже, оставлять ли этого бэтбоя в коллекции или нет, разве что из ностальгии к первой части. Вот напишите в комментариях, есть ли смысл включать его в сборку. Говоря про тяжелые пушки, представляю вашему вниманию мод М60, который добавляет в игру, что бы вы думали? Правильно, пулемет М60 с якобы анимированной подачей ленты. На самом деле модель довольно неплохая, но анимация ужасно кривая. Да еще и гличует адски, заставляя ловить флешбеки из Вьетнама. О нет, Джонни, они на деревьях! В общем и целом, оставлять я ствол не буду. А жаль, ручных пулеметов Вегасу не хватает. Вы знаете мод Невада на Вегас? Тогда представляю вашему вниманию модецкий Solid Project. Лучший симулятор поднимания барахла с анимацией и открывания-закрывания дверей. Ах, ну да, еще довольно дебильного бега. И еще более дебильных прыжков. Ну, а если более серьезно, то этот мод добавляет целую кучу фич. И в особой рекламе, я думаю, не нуждается. Абсолютный must-have. Тем более, что Невада, на мой взгляд, уже довольно-таки устарела. Следующим модом, попавшимся мне на глаза, стал Precision Ballistics and Munitions. Он не сказать, чтобы очень сильно меняет геймплей, но теперь пули не работают как лазеры и имеют свою модель, что меняет в том числе и взаимодействие с тушками противников. Must-have определенно. Я так подозреваю, что все вы, ребята, знаете, что такое Desert Eagle калибра 50. Модецкий EMI Desert Eagle. Очень качественная модель, стреляет здорово, выглядит здорово. Вполне лорно, если верить второй части игры, да и первой тоже. Определенно оставляю. Кроме всего прочего, подрубил мод Empty Weapons NVSE, который вставляет пистолеты на задержке после опустошения магазина. Больше реализма, я хочу им обмазываться. Меление в этом выпуске прямо жжет. Почти все хорошие стволы идут от этого мододела. Модецкий Пенкер Джекхаммер. На мой взгляд, это один из самых иконических автоматических дробовиков из боевиков 80-х 90-х годов. Круто выглядит, круто стреляет, круто звучит. Анимации не слишком кривые, плюс он был во второй части, поэтому я это оружие определенно оставлю. Оно не ломает лор и просто нравится лично мне. Must have, ребятки и девчули. В
Вспоминая классические вещи из Fallout'ов, нельзя не обратить внимание на мод Classic Combat Armor. Да-да, это та самая боевая броника из первой и второй части, ну или ее почти точная копия, основанная на мелком, но запоминающемся спрайте. Качественно сделанный шмот с одним лишь косяком. Это ремешок у шлема, который, похоже, сделан под персонажей с карликовой головой и отсутствием подбородка. Пришлось заменить шлем шляпой, что даже добавило к стилю. Также в комплекте идет съемный рюкзак, который добавляет к переносимому весу. Абсолютный must-have для покорителей махавских пустошей. Также в этом выпуске к нам вернется Colt Rangemaster и из первой и второй частей игры, и Тактикса. Именно вариант Тактикса здесь и воспроизведен. Это полуавтоматическая винтовка с неплохой моделью, но очень плохой текстурой. Если бы не эта самая текстура, я бы сказал, что ствол определенный must-have. Но поскольку она не хороша, я даже не знаю, что думать. Снова требуется совет от зрителя. Оставляем в будущей сборке или выкидываем его к херам. Ну, и начать выпуск, я считаю, нужно с довольно странного модецкого под названием Near Death. Суть мода в том, что, слегка поранив, примерно до смерти NPC, его можно будет ограбить, вылечить или выдать ему рабский ошейник. Честно не могу вспомнить, в каком моде я это видел, но возможность одеть ошейник точно есть. Если кто знает, что за мод, пишите в комментариях, буду благодарен. Задумка хороша, но реализация подкачала. Глюковатая анимация портит все, поэтому рекомендовать не буду, но тут уж вам решать. Следующим модом, который я думал накатить для улучшения ощущения мира Вегаса, это Increased Weapon Jamming. В теории, этот мод заставит клинить ваше оружие, даже если оно в идеальном состоянии. Честно скажу, мод, похоже, не работает вообще. Разницы с оригиналом я в принципе не заметил. Хотя для тестера стрелял несколько оружий до и после установки мода. Бесполезный балласт, идем дальше. Джесси, пора варить мед. Тьфу, блин, Джесси, надо повысить иммерсию. Ну и раз уж тема зашла за стрельбу, надо прикрутить какую-нибудь финтифлюшку, чтобы довольно убогонькая стрельба Вегаса стала повеселее, и я смог найти модецкий, удовлетворивший мои хотелки. Мод Better Smoke and Ballistics. В принципе, его название говорит само за себя. Эффекты дульных вспышек и дыма стали действительно красивее. Мне почему-то напомнило мод Spitfire на четвертую часть. Я думаю, это стоит добавить к списку годноты. Дорогие зрители, с выхода последнего ролика по этой тематике прошло дофигища времени. Сделайте дядюшке в Устленде доброе дело. И отпишите в комментариях список модов, который был признан годнотой ранее. Зачем я это говорю? Ну, кроме того, что мы снимаем ролики по этим модецким, мне бы хотелось перебрать весь список из того, что было и будет. Все это разом подключить и посмотреть, насколько стабильной будет игра. Ссылочки на предыдущие ролики будут где-нибудь на экране. Продолжая всякими графическими наворотами, в сегодняшний список я решил включить мод Mojave Sandy Desert. Тут на самом деле нечего рассказывать, надо показывать. Это просто новые текстурки песчаных поверхностей. В целом стало выглядеть лучше, хотя кажется они слишком качественные для ванильной игры. Без общего пака текстур Охабуена будет смотреться очень инородно, но я оставлю для себя. Ощущение пустыни, пустоши и все дела. Для того, чтобы сделать Вегас снова великим, графических наворотов будет маловато, поэтому мы с вами переходим в эффекты. На экране вы сейчас видите работу сразу двух модов. Первый — это довольно известный Fallout NV, а второй зовется FNV Realistic Wasteland Lightning. На удивление, но в совокупности они работают отлично. Мы получаем новые погодные условия и одновременно жуткую темноту ночью. Вот напишите в комментариях, дорогие комрады, а вы боитесь темноты? Ну а если вы храбрые пуськи, то чего вы боитесь? В общем, отлично вышло с парка, я эти два мода в любом случае оставлю. Ну а теперь, самый главный мод, ради которого снимался весь этот выпуск. Да нет, ради которого мы завели эту рубрику. Мод Pip-Boy Glove Remover. Шуткую, конечно, но этот модецкий просто-напросто убирает убогую перчатку Пип-Боя, позволяя нам носить парные перчатки любой брони. Мелочь, а приятно. Поздравляю, ваш уровень иммерсии был увеличен. И, наконец, мы пришли к гвоздю программы. Третий Fallout вышел в далеком уже 2008 году. Я до сих пор помню, как впервые забурился в метро и увидел гулей. Честно, я не представлял, что Bethesda их визуализирует именно так. В те далекие годы я не очень любил скримеры и всякое страшное, поэтому гули заставляли отваливать меня при каждой встрече по горке кирпичиков. Слава богу, на третью часть вскоре после ее выхода вышел мод, делающий гули тормозами, как из фильмов покойного Ромеро. В общем-то, то, что делает мод, вы видите на экране. Представляю вам модецкий The Walking Dead. Киркман тут ни при чем. Этот мод стопроцентный must-have, даже учитывая, что в Вегасе гулей-то практически и нет. Просто я лично не могу понять, как полусгнивший, страдающий от множества травм мутант может так бегать. Теперь все логично. Прямо как было в первой части.
Ах, да, мы же с вами совсем забыли про оружие в этом выпуске. Сегодня я представляю вашему вниманию мод EMI Uzi, который делает, выполняет, да просто добавляет всем известный Uzi в Vegas, что он еще может делать. Несмотря на нынешний уклон серии в ретро-футуризм, этот ствол присутствовал в Tactics, и я лично считаю, что он своим дизайном отлично вписывается в атмосферу этой части. Модели и текстуры в принципе на отличном уровне. Анимация, ну, как всегда, от Vegas другого я и не жду. Все равно модецкий я оставляю. Мне лично зашло. И первым сегодняшним гостем, улучшающим визуальное оформление, станет ENB презет под названием Enhanced Shaders Classic. И к нему же мы добавляем мод DOF Depth of Field. Сам данный ENB презет чрезмерно яркий и слегка мыльный. Второй же мод корректирует глубину резкости, делая картинку чутка менее мыльной и фокусируя внимание на том, на что вы смотрите. Возможно, с этим модом и остальные ENB презеты, которые я рассматривал ранее, смотрелись бы лучше. Тащим-то это must-have. Что же касается ENB, по цвету и всему остальному, нынешний ENB презет лучше первых двух, пусть и слегка яркий. Еще одним гостем, слегка модифицирующим визуальную составляющую, стал мод HD Smoky Fire and Explosions, который слегка улучшает эффект огня и дыма. Не сказать, что я впечатлен, но огонь стал чутка четче. Мод оставляем. Ну а сегодняшним оружием станет штурмовой карабин Ghost, то бишь призрак. Найти мы его можем в руках чувака с одноименным именем в Ниптоне, в доме с ловушками и рад-скорпионами. Будьте осторожнее, чувак довольно силен. В итоге на тушке убиенного мы находим искомое оружие и записку, в которой он нас посылает в жопу. И модификацию к этому оружию. Само оружие, в принципе, практически внешне не отличается от оригинального штурмового карабина. Разве что обернуто довольно прикольной лентой и имеет глушитель. Вот это мне, кстати, и нравится в модостроении. Когда вместо того, чтобы изобретать велосипед, используют уже изначальные ассеты, переделывая их, делая из чего-то привычного совершенно непривычное. Ну а что мне не понравилось, так это увеличенный по сравнению с обычным штурмовым карабином в 2 раза урон. Дисбаланс. Оружие от третьего лица смотрится совершенно нормально. Я бы даже сказал стильно. И на ум почему-то приходит сравнение с Metal Gear'ом. А вот модифицированный магазин меня действительно расстроил. Я искренне не понимаю помешанности американцев на барабанных магазинах, которые по своей форме похожи на яйца. Попахивает компенсацией. Давайте испытаем этого плохиша. Где отдача, Билли? Шуточка. Оружие тут, конечно, ни при чем. Штурмовой карабин повышенной мощности. Слегка читерски. Оружие, в общем-то, имеет право на жизнь, но я бы подкрутил ему немножко урона в гекке. И, возможно, добавил бы его в левел-листы, чтобы выдать его, например, тем же рейнджерам. Но в любом случае я его оставлю. А следующим гостем станет небольшой мод, который, несмотря на свой малый размер, делает игру абсолютно другой. Представляю вашему вниманию No Auto Aim. Как понятно из названия, он просто отключает автоматическое прицеливание. То есть теперь можно стрелять противнику рядом с головой, не боясь прострелить ему эту голову. За этот дурацкий автоэйм, который вела Bethesda, можно сказать спасибо консолям, будь они неладны. Само собой, без автоприцеливания стрелять становится гораздо лучше. Разумеется, этот мод не сделает шутерную составляющую Вегаса в десятки раз лучше. Она не станет похожа на современный Doom или Wolfenstein, но польза от него все равно есть. Всем рекомендую, must have. Иммерсия улучшена. Ну и раз разговор зашел про иммерсию, представляю вашему вниманию мод Animated Usable Cigarettes, который, собственно, позволяет в этой игре курить. Не поймите меня неправильно, курение зло, и вы курить не должны. Но мод действительно имеет право на жизнь. По крайней мере, таким же модом на 4-ю часть я пользовался, чтобы сохраняться в режиме Survival. С тем лишь отличием, что в Нью-Вегасе анимация курения не прерывается. То есть вы вынуждены 30 секунд смотреть, как персонаж курит. Минздрав и Twinkle Blind предупреждает, курение вызывает удары по жопке. Не курите. Курение в игре, как и в жизни, вызывает зависимость. А еще введена довольно забавная функция стрелка сигарет. Да-да, теперь можно у каждого неписи попросить закурить. Ну и само собой, сигареты добываются из пачек и блоков. Маленькая хитрость. Сигарет в пачке дофига, и они, получается, стоят дороже, чем целая пачка. Так можно стать настоящим табачным магнатом. И еще данный мод добавляет дымящуюся сигарилу, как элемент брони для персонажа. Каждый второй ребенок, пересмотревший аниме, считает, что это круто. Посмотрел бы я на человека, который попробовал стрелять или бегать, когда дым ползет в глаза. Естественно, положение этой долбанной сигарилы во рту неправильное. Скрижеты на Нексусе это неоднократно показывают. Вывод по моду. Сигареты стали настоящей экономической ценностью, как и должны быть в мире постапокалипсиса. Уровень иммерсии улучшен.
Ну и еще одним масеньким графическим модом станет Terran Recreational Project HD, который просто улучшает текстуру камней. Да-да, это все, что он делает. До того, как мы доберемся до огромных ретекстуров, будем довольствоваться этим. На этом все. Признавайтесь, кто повелся. На самом деле, следующим модом станет First Person Weapon Animation Overhaul. Это замечательный мод, который меняет анимации всего оружия. Согласитесь, от ванильных анимаций скрипят зубы. Дополнительный элемент под названием Weapons Way Remover. Без этой штуки, как вы, возможно, заметили, было в предыдущем ролике. Сейчас даже кусочек вставлю. У меня слов нет, как это ужасно. Ну а благодаря доп-моду эта проблема решена. Дорогие зрители, я немножко покривил душой, когда сказал, что моды будут ставиться на чистый Вегас. Этот мод я скачал вместе с игрой, потому что без него я играть просто не могу. Но это был единственный мод, честно. На мой взгляд, мод абсолютный must-have. С ним Вегас действительно смотрится более современно. Уровень иммерсии снова повышен. Всем рекомендую настоятельно. Еще одним модом, который немножко улучшает перестрелки, будет мод Ragdolls, который слегка меняет физические воздействия на трупы персонажей. Немножко меняет скелет, меняет вес и так далее. Типа в угоду реализму. И теперь враги от пуль будут не отлетать, а скорее оседать. Маленькая, конечно, но довольно важная деталь, которая слегка улучшит погружение. Must-have и ни с чем не конфликтует. Ну и финальным, и довольно крупным модом из нашей подборки станет модификация Satchels. Данная модификация позволяет вам крафтить или покупать различные подсумки, бронежилеты, цепи, наплечники, плащи и всякое другое, что будет одеваться прямо поверх вашей одежды. Это позволит неслабо кастомизировать внешний вид нашего героя. Мне это чем-то даже напомнило 4-ю часть, где был Under Armour и сама, собственно говоря, броня. Также хочется заранее предупредить, многие вещи, которые вы одеваете, конфликтуют с модом, который мы обозревали в первом выпуске, Arm to the Teeth. Критических ошибок, конечно же, не будет, но многие вещи используют тот же слот брони, что и навешанное на нас оружие. Ничего страшного, если честно. Также слегка жаль, что предметы не включены в Leveled List, и мы их не увидим ни на каких других неписях. Но в целом мод может улучшить иммерсию. Не прям чтобы must have, а право на жизнь имеет. Я его точно оставлю. И сегодняшним гостем из лагеря ЕНБшек станет Руби ЕНБ. Не сказать, что цветофильтры мне очень уж сильно понравились, но по сравнению с Динамо ЕНБ из первого выпуска, это просто небо и земля. Но все равно очень мыльно. В общем-то, если кто-нибудь мне в комментариях подскажет не мыльную ЕНБшку, я буду очень признателен. Впрочем, один фиг каждый выпуск мы будем пробовать новое. Рано или поздно найдем то, что меня не будет бесить. Зачем я выстрелил через забор? А вы заметили, что я выстрелил через забор? Не, я не про свою легендарную меткость, в кавычках, естественно. Я про модецкий Collision Meshes, который исправляет как раз карты коллизии объектов. И теперь вести огонь можно как в современных шутанах, а не так, что пули врезаются в невидимую стену. Это определенный must-have. Уровень иммерсии повышен еще на пару пунктов. А сегодняшним бронемодом станет одежда Безумного Макса из первой части кинофраншизы. Это когда он еще не хромой был. И эта гребаная ЕНБ реально мешает мне что-то рассмотреть. Боже, сколько мыла. Но если абстрагироваться от странной картинки, выглядит сама броня довольно-таки неплохо. Характеристики примерно наравне с обычной кожаной броней. Но выглядит-то она круче. Найти комплект можно у разбитого Хайвеймена. Ну или тупо добавить себе консолью. Естественно, поскольку этой брони мы больше ни на ком не увидим, оставлять я ее не буду. Но для того, кто хочет отыграть роль Макса Рокотански, это must-have. А оружейным гостем этого выпуска будет Colt N99, 10-мм пистолет Replacer. То есть этот бэтбой пойдет на замену всем 10-мм пистолетам в игре. Честно сказать, я уже его видел в 4-м Fallout, и там он смотрится действительно отлично. И да, я читал, что он мигрировал в 4-ю часть как раз из Нью-Вегаса. Давайте посмотрим, как оно было. На самом деле, от первого лица он выглядит отлично. К текстуре и к модели у меня лично никаких претензий нет. А вот его положение в руках от третьего лица... Да, я прекрасно понимаю, что на Vegas практически не делали нормальных кастомных анимаций. Но ёбушки-воробушки, руки проходят сквозь рукоять, это что за херня? В общем, плохо. С таким оружием уровень иммерсии ваш уменьшится на 10 пунктов сразу. И сегодняшним небольшим модом на более красочную стрельбу станет мод трассера пуль, Bullet Tracers, который заставляет пули оставлять след после выстрела. Реализма меньше, красочности больше. Ну и из плюсов видно, откуда стреляют. Этот мод определенно оставлю.
Долгое время, играя в 4-ю часть Fallout с различными модецкими модифицирующими урон, я знатно привык к тому, что любое попадание в голову убивает абсолютно любое существо, в том числе и меня. И я начал искать что-нибудь подобное на Vegas. Мод Realistic Headshots. Для проверки я просто решил немножко пострелять по жителям Гудспрингса. Сложность максимальная, оружие, винтовка для стрельбы по крысам, в разломанном состоянии. И да, поначалу кажется, что в принципе этот мод работает неплохо. Но затем я решил попробовать вызвать немножко чертей на честный бой. И тут мод показал, что все-таки уровень имеет значение. Ни Кук-Кук, ни Драйвер Нельфи не умирали до 4-5 попаданий в голову. Вот те и реализм. Записывать, конечно, все это я не стал, я просто записал, как Петька Динамит пытается разобраться с драйвером Нельфи. И, в общем-то, мод не делает игру ни хардкорнее, ни легче. Такое подозрение, что он вообще не работает. К использованию не рекомендую. Также в прошлом выпуске у нас был мод Arm to the Teeth, который позволял таскать очень много оружия на себе. Раз был он, то почему нам не завести портупею для винтовки? С модом Craftable Rifle Holsters. Сама портупея делается на верстаке, не обладает никакими характеристиками, и при надевании ее на себя просто появляется за спиной. Сказать, что я впечатлен? Не, выглядит стремновато. Опять же, уровень иммерсии от этого не растет, а наоборот понижается. Если кто-то знает хорошие моды на различного вида кобуры для оружия, подскажите, пожалуйста, в комментариях. Конкретно этот мод полное днище. Также прекрасно помню, насколько плохо выглядели анимации передвижения NPC в Вегасе. Я с удивлением обнаружил модецкий Realistic Movement, который делает движения персонажей слегка более плавными. И действительно, движения персонажей стали приятнее. Нету этих угловатых, резких рывков. Давайте забежим в бар и посмотрим, что там. Предвидя вопросы про броню НКРовцев, это шмотки из оверхола НКР от DragBuddy. Вся серия модов из видео, которые мы выпускали ранее, сейчас у меня установлена. И, кстати, на стабильность никак не влияет. Ну и возвращаясь к теме, движения действительно смотрятся плавными. Это тоже, скажем так, мод must have. А что это там? Кажется, то, за что я так люблю Vegas. Я даже не знаю, жалеть их или испугаться, потому что все это выглядит довольно демонически. Пожалуй, второе. Пойду-ка я отсюда побыстрее. И напоследок давайте посмотрим, как смотрится наш ЕНБ презет ночью. Кстати, отлично. Это гораздо лучше той яркой хрени, что мы видели в Динамо ЕНБ. И первым модом будет Man of the Wasteland, добавляющий новые расы для нашего персонажа с новыми нормалями, новыми текстурами, также лучшие глюки. Где текстурка, Билли? Но азиат я собирать все-таки не собираюсь, поэтому просто продолжим игру. И быстренько создадим нашего персонажа. Также я довольно часто читал в комментариях, что на Vegas нужно натянуть ЕНБ, чтобы он смотрелся лучше. И сегодняшним презетом будет Динамо ЕНБ, которое я лично для себя назвал «Да здравствует мыло». И глюки, но вы это увидите попозже. Вы просто посмотрите на этот жуткий блюр. Постоянное размытие даже на том, на чем ты должен типа сфокусировать свое зрение. Крайне не рекомендую этот ЕНБ презет. У меня лично через полчаса очень сильно начали болеть глаза. Я лично до сих пор недоумеваю, почему многие пользователи решили, что цветофильтры могут сильно изменить игру. От того, что сюда напихали всякого мыла, графика лучше не станет. И даже Харес текстуры не спасут. Движок старый, ребят. Но вынужден признать, что моментами цвет выглядит получше ванильного. Мод с расами хорош. Не пришлось сидеть в редакторе полчаса. 3 минуты и я в игре. Ну и еще одним сегодняшним гостем стала модификация Flashlights NVSE. Как понятно из названия, она добавляет фонари. Как-то давненько мне в одном из комментариев писали, что давно бы уже себе эту хрень поставил. И вот, я это сделал. При его экипировке используется анимация обычного пистолета. От третьего лица выглядит абсолютно нормально. Да и светит он в принципе неплохо. Правда, на улице все равно не очень темно, спасибо ЕНБ презету. Видимо, нужно еще какие-нибудь моды накатывать, чтобы смотрелось лучше. А вот анимация от первого лица... Да... Глаза бы мои этого не видели. Различные типы фонарей, типа фонарь на разгрузке, или фонарь на ремне, или налобник, можно сделать на верстаке, и это здорово. Правда, в моем случае они ни хрена не одеваются. Первый конфликт модов уже обнаружен. Разгрузка и ремень не работают вместе с Armed to the Teeth. Возможно, задействованы одинаковые слоты брони. Но в принципе не особо важно, налобник работает, это хорошо. Да и выглядит довольно неплохо.
Ну и, собственно говоря, переходим к упомянутому ранее Arm to the Teeth. Чтобы он зафункционировал правильно, вам будет необходимо на верстаке создать оружейную портупею и надеть ее. Если в деталях, после этого запускается скрипт, который проверяет все оружие, повешенное у вас по хаткеям, и превращает его в элементы брони, одетые на вас. Довольно элегантное и простое решение. Не сказать, что я очень сильно люблю играть от третьего лица, но уровень погружения в игру возрос на несколько пунктов. Теперь для меня это мод must have. Также из мелочей поставлен мод, улучшающий текстуры Пип-Боя. В данном конкретном случае Omnis Hi-Res Pip-Boy 3000. Не сказать, что для меня это сильно важно, но это еще один шаг к тому, чтобы сделать New Vegas Great Again. Теперь давайте все-таки перейдем к ругане ЕНБ презета, который я установил. Поначалу все кажется не таким уж и страшным. Давайте пробежимся. Кстати, заметили количество страшной травы? Модецкий называется More Grass. С ванильными текстурами выглядит просто ужасно. Давайте выключим его. Называется «выключил». То ли это косяк конкретного ЕНБ презета, то ли моих кривых рук, но после отключения травки объекты стали отрисовываться через другие объекты. Это меня не слабо напрягло и пришлось минут 30 потратить на починку. Как выяснилось, этот чертов ЕНБ не очень работает с оверлеями Steam. Казалось бы, как это вообще может быть связано? А оно может. Так сказать, еще один гвоздь в крышку гроба данного ЕНБ презета. Ну и да, если честно, от цветокоррекции у меня реально начинают болеть глаза. Можно даже сказать, во время съемки пострадал один Вейслендер. Но опять же, как человек, который никогда не использовал ЕНБ презеты, потому что когда я играл в Vegas, их еще в принципе не существовало, могу сказать, что картинка все равно становится интереснее. Нужно просто подобрать правильный ЕНБ. Также сегодня у нас в выпуске небольшой мод, призванный улучшить иммерсию стрельбы под названием Manual Reload. Он просто отключает автоматическую перезарядку оружия, когда кончаются патроны, и вам действительно приходится нажимать кнопочку R. Уровень погружения в игру повышен. Ну а сегодняшним оружейным гостем станет винтовка М14, которая, кстати, внешне сделана очень даже хорошо. По поводу лорности или не лорности данного оружия можно спорить долго. Пока Fallout Tactics не признан не каноном, это оружие лорное. Ну и на фоне существования М1 Гаранда и одновременно винтовок серии AR, он не смотрится как что-то не из этого мира. Естественно, анимация перезарядки выглядит ужасно. Это очень сильно корежит глаз, видимо, потому что я привык к кастомным анимациям перезарядки из 4-й части. Также у нас в гостях модификация Impact, которая якобы улучшает эффект от попадания пуль в различные объекты. Я разницы с ванилой особо не заметил. Мой дизлайк этому моду. Но вернемся к нашей М14. Честно, я восхищен качеством модели и текстуры, и удивлен тем, что оно не выглядит лишним в контексте самой игры. Также у этого оружия есть модификация в виде глушителя, оптического прицела и полимерного ложа. И сами модификации выглядят очень даже неплохо. Отдельным плюсом является более-менее реалистичный звук выстрела с глушителем. Положение в руках самого оружия от третьего лица у меня не вызывает абсолютно никаких вопросов. На заре модостроения для Вегаса я видел гораздо более худшие вещи. В общем, винтовка пошла в копилку. Когда столицу нашей необъятной родины поразила жара, и я начал мечтать о ядерной зиме, мне, вашему родному дедуле в Услунде из Fallout Mods, в голову пришла мысль. Ранее я сам себе обещал вернуться к моду New California на Vegas спустя какое-то время, ведь авторы из Radiant Helix обещали завести сайт квестов и расширить контент. И, видя основной квест, сделанный довольно добротно, я бы сказал даже очень неплохо, пусть и в формате пиу-пиу, я решил, а вдруг они смогут затащить в свой мод нормальную RPG составляющую. И что вы думаете? Смогли или нет? Начнем с изменений. Авторы наконец-таки запилили человеческий инсталлер, и теперь поставить сам мод не составляет никаких проблем. Больше никаких плясок с бубном. Если, конечно, вы пользуетесь любой версией Вегаса, кроме русской. С русской все та же проблема патчера на 4 гигабайта. Еще я заметил, что авторы поиграли с освещением. На этом, пожалуй, положительные моменты для меня и закончились. То ли я от жары стал еще более злым, чем обычно, то ли авторы реально разочаровали меня. Но за более-менее приличной картинкой скрывались все те же квесты формата пиу-пиу. И это не самое страшное.
новые поселения, новые NPC, все озвученные и бла-бла, все они не запоминающиеся и сделанные словно на скорую руку из разряда «Ну мы же обещали, давайте наляпаем и забьем, у нас ведь новый проект пошел». Во время игры возникает такое ощущение, что допиливанием мода до версии 2.2.3 занимались другие люди, не причастные к созданию основной версии. За 5 часов я увидел сотни мест с летающими в воздухе объектами или мешами, повернутыми не в ту сторону, из-за чего ты можешь видеть мир просто сквозь них. Уж промолчу про количество вылетов из-за кривых скриптов. Некоторые скрипты даже с 10-й попытки отправляли меня на рабочий стол. Раньше столько вылетов не было. Я делаю самый простой вывод. Авторы не проверяли то, что сами нахеровертили. При том, что это чистая установка на не совсем вялом ПК, да еще и нарочно на SSD-диск, как требуется в инструкции. Также я обратил внимание, что многие косяки, начиная с альфы, с того времени, когда мод еще назывался проект Бразилия, так и остались. Не, ну серьезно. Как объяснить наличие криво поставленного меша стекла в самом начале? Только мы выходим из офиса тренера полковника и тут же обнаруживаем дыры слева и справа. Раньше я хотел скинуть все это на спешку, на желание порадовать нас продуктом. Но, Блуджат, скажите мне, дорогие зрители, неужели нормальный человек не абракодел, не проверит, что делает сначала сам перед тем, как выпустить? Для тех, кто будет в комменты срать и говорить «Сделай лучше, раз такой умный», скажу следующее. Ребята, я работаю каждый день со взрывчатыми веществами, что слегка серьезнее мододельства, и заметьте, мои пальцы все еще на месте, раз я смог напечатать для себя этот текст. Нужно понимать, что каждый силен в своей области. Я не должен быть пекарем, чтобы сказать, что хлеб невкусный. Следующим пунктом, обозлившим меня, стали сами квесты. Кроме того, что они имеют ощущение генерик вещей, сделанных без какой-либо любви, они еще и моментами непроходимы, потому что почти не имеют альтернативных путей и требуют от нашего персонажа определенного уровня прокачки. Например, квест по поиску убийцы в городе Гули и Одиссее. Для его прохождения нужно иметь взлом 50, медицинские навыки от 50, речь выше 50 и взрывчатку не менее 75. А теперь скажите мне, дорогие зрители, много среди вас людей, строящих билд на взрывчатке с самых первых уровней? К слову, большинство остальных сайд-квестов это просто «Пиу-пиу, у нас угнали Курован», или наоборот «Угони Курован», и снова «Пиу-пиу». Самым же большим расстройством для меня стало ощущение отсутствия прогресса в самом моде. Беда в том, что мы начинаем с супер прокачанным парнем, которому перками докидывает и скиллов, и характеристик просто из-за болтовни. Уже по выходу из убежища у нас небольшой арсенал высокоранговых стволов стоимостью в пару городских бюджетов Вегаса из основной игры. Если в контексте основной сюжетной линии мод был действительно неплох, почти шедеврален, как на мой взгляд, со стороны скриптеров и художников, то сайд-квесты, получается, вообще не нужны. Они получились блеклыми, однотипными, безвариативными и совершенно неинтересными. В общем и целом, снимаю честь любви к этому моду со своей души. Версия 2.2.3 заслуживает всего лишь 7 риков-росов из 10. Простите, если кого ввел в заблуждение в прошлом видео. Тогда я был под эффектом от основной сюжетной линии и долгого, более 5 лет ожидания. Тогда я поверил обещаниям авторов мода про будущие улучшения. В итоге авторы походу срубили донатов, да ушли на другой проект. И на выходе мы получили не шедевр, а крупный середняк, хотя мод действительно мог стать этим самым шедевром. Обидно. Под куполом грома. Эки я комедиант. Нет, конечно. Купол грома тут ни при чем, как и Безумный Макс. Мод называется «Под куполом Болдера». Очень многие фанаты Нью-Вегаса любят этот мод и ставят в пример модостроения. Отчасти я согласен с фанатами данной модификации, но лишь отчасти. Давайте же разберем этот мод по кусочкам и соберем мозаику вердикта к нашей радости или печали. Минутка истории. Купол Болдера задумывался как город будущего, полностью на самообеспечении. Такие проекты планировались к использованию для колонизации других планет. Само существование Колорадо и данного купола было прописано в диздоках не вышедшей игры Van Buren, того самого Fallout 3, в изометрии которой мы потеряли. Твинкл — первый образовательный. По сюжету жители купола, ученые и блестящие умы, больны болезнью Селдсама, что в переводе с немецкого на русский будет просто «странная болезнь». По этой причине все ученые упакованы в костюмы химзащиты, и время их жизни постепенно, даже можно сказать довольно быстро, угасает или вытекает. Кстати, костюмы чем-то похожи на концепты, но нет тех прикольных трубок, что держат ученых на весу. По сути, Big MT
является неслабым заимствованием от этого концепта, разве что с более безумным веселым уклоном. Ведь кто не любит робоскорпионов, не правда ли? Лучше только динозавры верхом на нацистах или нацисты на динозаврах, ну вы поняли. Но я отвлекся. Позвольте продолжить рассказ про данный мод. Основных фракций, борющихся за купол, две. Одна это, как принято, НКР. И их веселые карательные гулифицированные отряды, которые мочат всех в Болдере в надежде сдержать болезнь. Ну и вторая, та самая фракция, о которой идет наша тематическая неделя. Если смотреть в целом, мод действительно неплох. Но у меня встало несколько вопросов. Первое, что меня адски взбесило, это полнейшее отсутствие Distant Load. Я все могу понять. В свое время я играл в беты или альфа этого мода, уже не помню. Там не было даже озвучки, часть квестов баговала адски. Все это поправили, добавили, докинули новых сайд-квестов. Но где мой Distant Load, Белджат? Смотреть в 2К17, как прогружаются на ходу модели и текстуры, а за ними туман войны, это очень болезненно и сильно портит погружение в игру и глаза. Второе, что не понравилось лично мне, это баланс. Кто тот кривожопый обезьянин, что выдавал врагам столько хп? Не, серьезно. Как-то читал у нас на канале коммент к одному из видео про то, что бои в 4-м Fallout жутко нереалистичны. Вот в Fallout New Vegas они типа были заебись. Заебись? 2-3 магазина по 30 патронов в упор в голову? Это что? Как это назвать? Безобразие. Тот, кто занимался балансом, заслуживает ремня. Это очень сильно испортило мои впечатления, особенно учитывая, насколько топорная и убогая механика стрельбы в Нью-Вегасе, пусть даже и на стероидах из модов. Третья и основная претензия. Безальтернативность. Нет, не поймите меня неправильно. У квестов здесь есть разные варианты решений, обычно целых 2. Но вы вынуждены проходить почти все квесты, чтобы войти внутрь купола Болдера. Типа, сбегать поохотиться на песиков и котиков по приказу дебиловатого гуля в строительном шлеме. Или поискать хулиганов в городе, в котором света практически нет. Темнее, как у негров в продуваемом ветрами заднем окне. То, что нас заставляет выполнять полностью кретинские квесты, с кучей беготни туда-сюда без какой-либо нормальной мотивации, это ад. А вы любите, когда вас нарочно заставляют бегать туда-сюда в модах? Напишите, плиз, в комментариях, будет интересно увидеть мнение зрителя. И четвертое, на что я обратил внимание. Очень трудно выбраться из Колорадо. Это вам не обычный DLC, где победил всех врагов, посмотрел эпилог, послушал Перлмана и свалил по быстрому перемещению. О, нет. Здесь вам придется искать канистры, потом искать бензин. Все это, как правило, в разных местах, затем искать грузовик, ключ к нему, заправлять его и только тогда отправляться домой. Это, может быть, и не было бы минусом, если бы не приходилось столько бегать туда-сюда. Такое ощущение, что все нарочно затягивается. Такое же чувство я уже испытывал в моде «Большое яблоко» на 3-й Fallout, обзор на который вы, кстати, можете заценить на нашем канале. Но, наверное, хватит уже ныть. Давайте я расскажу вам о том, что мне действительно понравилось. Довольно твердый, неплохой сюжет. Раскрывать подробности не буду. Надеюсь, вы сами в этот мод поиграете. Руссифицированная версия есть на ModGames. Отличный звук. Вот действительно, озвучка персонажей одна из лучших для модов на Нью-Вегас. Да что уж там, наверное, вообще в целом лучшая. Очень приятно слушать неписей. Великое множество новых ассетов. Та же броня для защиты от окружающей среды из Fallout Tactics стоит уже всего мода. Также новые монстры, немного оружия и сраная куча шматья. В большинстве своем это, конечно, ретекстуры, но есть и действительно неплохие работы. Моментами наставляет юмор разработчиков, притом уже с самого вступления, где мы встречаем 2 лагеря воюющих армий гулей. Оно само по себе забавно, но спойлерить не буду, возможно, вы сами для себя откроете много нового, проходя этот мод. К слову, братство в этом моде ведет себя довольно скотски, но опять же спойлерить не буду, хотя уже проспойлерил, ха-ха-ха-ха-ха-ха. В целом у меня осталось довольно двоякое ощущение. Я не могу сказать, что мод мне не понравился. Просто я лично небольшой любитель повторяющихся задач в плане «принеси, подай, сбегай туда-сюда». Также предупреждаю, мод довольно большой. Целых 3 волтспейса, 2 городского типа и 1 холмистого. Посмотреть действительно есть на что, без шуток. Попав в Болдер, вы можете застрять там на 5-10 часов реального времени.
что довольно приятно, если вам совершенно нечего делать. Как бы мне не хотелось заговнить эту модификацию, я не имею права поставить ей больше, чем 1,5 Рика Росса. Один Рик Росс пришел за Distant Lot, которого нету. Остальные же пол Рика за мои субъективные взгляды на происходящее. И само собой, теперь... И сегодняшним гостем будет Fallout New Vegas, а модом на обзор Boss Unforgotten, то бишь Незабытый. Сам новый квест начинается с сигнала на наш пип-бой, который приведет курьера к небольшому убежищу солдат из Среднезападного Братства Стали. Да-да, того самого, что было в Fallout Tactics. В процессе общения мы узнаем о том, что этих ребят неслабо потрепало крушением вертиберда, и теперь пилоту срочно нужна медицинская помощь, которую мы можем оказать. Затем нас почти сходу записывают в отряд, и начинается натуральный ад и Израиль. Не поймите меня неправильно, мод абсолютно несложный, он просто тупой немножко. Да, наверное, это лучшее определение, которое я могу подобрать. Постоянные тупники-неписи, которые не могут пробежать по прямой, будут доводить вас до белого коленя. Итак, давайте пойдем с вами по пунктам, чтобы составить какое-то мнение о данной модификации. И первым, как всегда, пойдут минусы. Скриптование сцен. Это просто ахтунг. Чтобы вы правильно поняли, о чем идет речь, я просто оставлю свои страдания на экране, а вы сами поймете, насколько здесь есть бесячий момент. Когда нам придают неписи, за которым мы должны следовать, мы будем страдать. Озвучка. Это и плюс, и минус. Наш начальника озвучен отлично. Его брат-пилот-неудачник тоже. Остальные озвучены на 2 этих голоса с разными интонациями. Нет, шумов и всякой дряни нет, но голоса узнаются, это немножко портит впечатление. Ну а самый главный минус, просто минусище, это количество ходьбы туда-сюда. Типа, вам дают задание сходить на аванпост Мохаве, расследовать странную активность в том регионе. Вы находите какого-то непонятного непися, он вас вежливо шлет взад и... Вы думаете, что вы получите инструкции по следующим действиям через ваш чудесный пип-бой? Да хрен там, технология для слабаков. Вы попретесь обратно. Только придя обратно, вы получаете приказ вернуться снова на аванпост Мохаве и найти ссаную записку, подтверждающую связь НКР и местных изгоев уже из Среднезападного Братства, которых здесь, кстати, обзывают Reclaimers. То есть, если переводить максимально близко к смыслу, собирателями, возвращателями. К слову, в чудесном переводе от повсюду пихаемый Falcon Lair, они почему-то называются исправителями. Хз, кто там переводил, но ремня он точно заслужил хотя бы за то, что не сделал домашнюю работу. Между прочим, в моде еще полно смысловых ошибок в стиле... Стой, куда ты? Ну ты и Соня. Как тебя зовут? Ну тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже приплыли в Моровинд. Нас выпустят, это точно. Извиняюсь, отвлекся. В общем, побегать туда-сюда без каких-либо интересностей вас заставит действительно много. Ну и следующий пункт. Нет нормальной альтернативы нашим действиям. На самом деле в конце мы действительно сможем сменить стороны на целых 5 минут. Но это же ни в какие ворота. Что это за РПГ такая выходит? Я еще понимаю, когда так делается в 4-й части игры, шутерной части. Но не в Нью-Вегасе же, это же просто нонсенс. Теперь давайте перейдем к немногочисленным плюсам. Первым и, безусловно, главным для меня плюсом является ностальгия по Fallout Tactics. Я вот лично хз, почему людям Fallout Tactics так не зашел, особенно учитывая, что нынешнее поколение игроков уже любит Братство и любит именно за то, что с 3-й части они перестали быть изоляционистами. Как раз сделали то, что делало Братство со Среднего Запада в окрестностях города Чикаго. К сожалению, отсылок маловато. Кроме того, что наш начальника носит нестандартное звание для Братства и мельком упоминает о том, что он родом из Канзаса, а их база располагается в бункере Эпсилон, том самом, что был самой последней нашей базой в Тактиксе при борьбе с калькулятором. Его даже бункером тогда назвать нельзя было. Так, пара сараев и палаток, но все равно упоминание этого места заставило меня стать чуточку счастливее. Также порадовали прекрасно прописанные характеры наших коллег. Всех можно подопрашивать на личные темы и стараться узнать их поближе. Поэтому неписи не кажутся настолько картонными и деревянными. Плюс, иногда в беседах используются проверки на умения, что тоже здорово, правда это довольно редко. Также сравнительный плюс в том, что здесь есть новое убежище, которое не особо-то вроде своей цифры ломает лор, в котором нас посещают жуткие флешбеки, при звуке которых я начинал попервой откладывать кирпичи. Правда, само убежище слегка разрушено и малость пустовато, но особых косяков в его дизайне я лично не заметил. И в заключение. Вот я сейчас сижу и думаю,
Мод ведь действительно неплохой, несмотря на косяки. Правда, он чрезмерно короткий. Наверное, это больше всего меня лично и расстраивает. Не могу ни отлично, ни плохо поставить. Этот мод за свои косячки со скриптами и беготней туда-сюда заслуживает мои личные 4 Рика Росса из 10. Не супер, но поиграть от скуки на безрыбье вполне можно. И нынешним гостем нашей программы станет модификация Blood by the Dollar в переводе от Falcon Lair. Сразу скажу, мод оставил после себя довольно двоякое чувство. Сейчас разъясню. Знаете, играя в Fallout 1, 2, да даже в 3, уж тем более в Нью-Вегас, я жду от игры RPG-составляющей, как то интересные квесты, занимательный сюжет, хоть какая-то вариативность. Ну, на крайний случай, чтобы хоть локации сами рассказывали свою историю, как сделано в ненавидимой многими 4-й части франшизы. Здесь, к сожалению, но для кого-то к радости, мы видим типичный образчик Call of Duty. Long story short, как говорится. В этой модификации я увидел только 2 возможности применить навыки или схитрить. Первый раз со взломом терминала, дабы больше не бегать по всей Мохаве в поисках других терминалов. Во второй раз во взломе всех роботов очередного недобосса. И все. Остальные 2 часа, что понадобились мне на прохождение этого мода, я просто стрелял. Стрелял и стрелял и стрелял. Даже огромная куча установленных модов на реалистичную отдачу и урон от огнестрельного оружия совершенно не улучшили сей процесс. Дабы пояснить свое негодование, в последнее время я довольно частенько поигрываю во второй Wolfenstein, да в Doom 2016 года. И чисто на контрасте, шутерная механика Вегаса сосет целый мешок огромных черных болтов. Ну да ладно, что-то я отвлекся. Давайте пойдем, как принято мной, по плюсам и минусам. Разумеется, начнем с плохих моментов, дабы оставить вкусное, если оно, конечно, здесь есть, на потом. Что я увидел в данной модификации? Ужасный левел-дизайн локации в Мохаве. Не, ну серьезно, столько сил вложить в мод и сделать интерьеры настолько убогонькими. Большинство локаций, что я видел, тупо скопированы с существующих с небольшими изменениями. Второй косяк левел-дизайна — это освещение. Вернее, часто его отсутствие. В некоторых интерьерах просто-напросто забыли добавить источник света от слова совсем. И только Solid Project с маркером цели на манер современных игр спасал ситуацию. Приходилось ходить в кромешной темноте, постоянно врезаясь мордой в стены и пытаясь найти наконец-то переход на следующую локацию в надежде на то, что там свет будет. Это безумно круто. Нравится. Но тут же стоит отметить, что небольшой открытый мир, что нам выдан на разграбление и исследование в этом моде, ближе к концу, не так уж и плох. Правда, пустоват на события, но зато здесь есть лот. Да, здесь есть Distant Lot. Наконец-то никаких подгрузок на ходу. Под куполом Болдера. А какие твои оправдания? Следующим типа минусом я бы отметил постановку сюжета. Возник во время прохождения у меня вопрос, во что я играю? В Call of Duty или в RPG? Ни одного неписи, с которым можно поговорить. Вот совсем. Сюжет мы узнаем из терминалов. Первый час мода абсолютно не интересен. И ты себя действительно заставляешь идти дальше. Мотивации нет абсолютно никакой. Кроме того, что на тебя якобы открыта охота и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но между тем за тобой никто убийц не посылает. Где же логика, Булджат? Ну и сама стрельба. И здесь снова одновременно и минус, и плюс. Чуть ранее я ругал за огромное количество стрельбы модификацию под куполом Болдера. Дорогие зрители, простите меня, я был чертовски неправ. Здесь этой стрельбы настолько завались, что к концу прохождения в голове абсолютно не остается никаких мыслей, только звуки. Пиу-пиу! Бам-бам! Но кому-то может это и понравится, ведь есть любители стрелять именно в Нью-Вегасе. Кто вы, люди? Ну и самое-самое неприятное — это много беготни по пустейшим локациям. Не поймите меня неправильно, я к такому привык. Даже вспомнил, как играл в ММО Fallen Earth, где между локациями перемещаться приходилось на транспорте вручную по 20-30 минут без каких-либо действий. Но от Вегаса я этого как-то не ждал. Но, пожалуй, на этом субъективные минусы от меня и закончились. Давайте перейдем к тому, что, по моему мнению, оказалось неплохим. Первый плюс — это, несомненно, перевод. Раньше я ругал переводы Фалькона за потерю смысловой нити. Но здесь все сделано уже как надо. Учитывая объем текста, что здесь присутствовал, я доволен тому, что мне не пришлось напрягать голову и переводить самому. И можно было и дальше весело деградировать, стреляя во все, что движется, лишь изредка читая терминалы на нашем великом и могучем языке. Вторым плюсом я бы отметил отсылки.
О боги, сколько их тут. Шейди Сенс, Ароэ, город-убежище, Сурик со своим племенем. Очень много того, от чего начинаешь действительно и глупо по-ностальгически улыбаться. Ну и сам сюжет. Не могу назвать его ни плюсом, ни минусом. Идея состоит в том, что за вами охотится бывший офицер НКР, которого обидело то, что вы сотворили разгром. Ему этот Хоупвиль был как мама родная. То есть, по сути, это такой же Одиссей, только не черный. И веселых друзей у него немножко больше, так на пару сотен. В принципе, идея подачи сюжета через записи в терминалах — это не самая плохая идея. Он, конечно, был довольно предсказуем и понятен до самого конца, но все равно было интересно узнать, что найдешь на следующем терминале, зачистив 3-4 дюжины вражин. Еще одним то ли плюсом, то ли минусом я все-таки назову стрельбу. Благодаря целой куче вражин разного вида, как то снайперы, разведчики, гранатометчики, стрелки, милишники, было довольно интересно в некоторых ситуациях выкручиваться. Понятно, что Т-51Б меня не слабо выручало, но и то пару раз я окочурился в процессе. В целом были места и стычки, которые мне реально понравились. Это было каким-то новым опытом в Нью-Вегасе лично для меня. А новый опыт — это всегда хорошо. Ну, кроме наркотиков и мужеложества, запомните. Twinkle Blind — первый образовательный. Итак, давайте уже подведем вердикт. Я могу порекомендовать мод тем, кто хочет проверить свои яйца на наличие в них стали. Рекомендую проходить модификацию 20-25 уровнем на максимальной сложности и с проектом Solid, дабы нельзя было сразу вколоть себе 10 стимпаков, как мы все привыкли. Я действительно чутка помучился, и поэтому, возможно, получил чуть больше удовольствия, нежели должен был. На мое субъективное мнение, этот мод заслуживает 3 и еще половинку Рика Росса. Неплохо, но есть свои грехи, мод далеко не идеал. И сегодня мы рассмотрим очередной квестовый модецкий на Fallout New Vegas. И нашим гостем будет Bound by Chains, в переводе Falcon Lair. И знаете, что странно? Мод мне понравился. Так что давайте обойдемся без длительных речей и просто по классике перейдем к пунктам. И первым пойдет то, что мне не понравилось. В данной модификации квестов нет начала. Нет, вот серьезно, наверное, я просто избалованный, привык, что загружая квестовую модификацию мы получаем или записку, или сообщение на наш PM-бой. Здесь же надо искать квесты самому. И если бы квестов было хотя бы много, как в Tales from the Commonwealth на 4-й части игры, я бы ничего не говорил, но здесь их всего 3. И раскиданы они по 3 локациям. Первое — это ранчо Зедака, где мы встречаем старого Хэнка. Этот чудный старчик говорит, что заперся в этом доме, потому что его дом оккупировал Коготь Смерти. И еще ноет о том, что просрал свою любимую бутылочную крышку. И это единственный квест в данной модификации, в котором имеется хоть какая-то альтернатива действиям. Мы можем пойти и убить Когтя Смерти, или убить самого старика. Правда, награда настолько невелика, что и стараться не стоит. Одна бутылочная крышка. Бедный старик. Следующая локация — это лагерь Железные Пески, или Iron Sand. Наткнулся я на него чисто случайно, и каково же было мое удивление, когда на меня бросились бравые ребята из Анклава. Потихоньку раскидывая их одного за одним и пробиваясь все ниже в бункер, мы обнаруживаем мужчину с очень кривым лицом по имени Задок. Ладно, Зедок. Не пошутить я про это просто не мог. Без какого-либо объяснения и опять без возможности совершить какое-либо альтернативное действие, мы сначала уничтожаем сам бункер Анклава, и затем даже убиваем босс-вертолет. После этого Задок становится нашим напарником. Ну и третья локация, которую вы снова должны найти сами, это скрытый бункер, в котором спрятался бывший дружбан Задка, Зедока, по имени Рик Сандерс. Готовы, да? Полковник Рик Сандерс. Почувствовали, как запахло курочкой KFC? И снова нас ждет целая куча стрельбы и, наконец, финал квеста. В общем и целом, именно то, что квесты вроде как связаны, но нужно искать их самому, очень мне не понравилось. Это пахнет каким-то идиотизмом со стороны автора. Но я не творец, я лишь недокритик. Еще один минус, который я уже несколько раз упомянул, это абсолютная безальтернативность действий. Мы должны уничтожить Анклав, потому что должны. Присоединиться, помочь им или не вмешиваться нельзя. Почему они по умолчанию опять зло, я так и не понял. Какой злобный план они готовили, я тоже не понял, хотя вроде читал терминалы и допрашивал своего Задка, Зедока. Но на этом, пожалуй, неприятные для меня моменты и закончились. Приятный же здесь, например, левел-дизайн. Нет, вы не подумайте, он далек от идеала, но косяков вроде повернутых не той стороны меши я не нашел. С освещением тоже все более-менее. Локации выглядят вполне добротно и похожи на то, что было в оригинальном Нью-Вегасе, от которых я, к слову, тоже не в восторге, но не умеют обсидианы рассказывать истории через локации.
зато умеет делать отличные RPG игры. Также понравился баланс между стрельбой и исследованиями. В отличие от предыдущего мода на обзор, где я только стрелял, здесь стрельба заняла хотя бы половину времени. У меня было время познакомиться с нашим напарником, который, кстати, не так уж и плохо озвучен. И вот так мы плавно переходим к озвучке персонажей. Озвучка отличная и соответствует мордам неписей. Единственный косяк — слышно начало аудиодорожки и конец. Легкий такой щелчок, который автор почему-то не вырезал. Ну да бог с ним, это не критично, и многие, скорее всего, этого даже не заметят. Также меня не расстроил перевод. Не сказать, что он идеален, но он приемлем, если не придираться к паре фраз, смысл которых исказился в процессе этого самого перевода. Записи на терминалах переведены хорошо, названия тоже. Единственные косяки были в речи, например, где Задок говорит, что не собирается больше выполнять приказы, execute orders, а в переводе написано, что он больше никого не собирается казнить. Это, наверное, был самый неприятный смысловой косяк, что я за этот час, что я играл в мод, нашел. Очень надеюсь, что его исправят впоследствии. И переходя к оценке. Данная модификация заслужит 2,5 человека... Нет. 2,5 Рика Росса. Я действительно получил удовольствие и не успел устать от данной модификации. Если вам нечего делать и хочется побегать в Нью-Вегасе, этот мод решительно для вас. Да, вышло очень долго, и сомневаюсь, что многие досмотрели это видео до конца. А ведь я просто решил поделиться для вас информацией, как правильно собрать свою личную сборку на уже проверенных модах. Мы с Владом будем работать в основном над ревью различных игр. Ролики будут выходить по мере возможности, но мы будем стараться делать их чаще, для услады ваших ушей и радости глаз. Спасибо за просмотр данного видео, с вами был Макелов и Влад. Всем удачи и всем пока. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be.